Добрый день, уважаемые зрители, подписчики и все, кто неравнодушен к настоящей борьбе за справедливость в Украине. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 28 июня 2026 года мы проведем максимально полный, глубокий, детальный и без каких-либо купюр разбор состава суда по одному из самых резонансных и политически заряженных уголовных дел современной Украины. Делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фаріон. Коллегия Шевченковского районного суда города Львова в составе председательствующего Петра Сильвестровича Невойта, судей Александры Игоревны Баевой и Павла Тадеевича Эдера. Мы разберем не только родственников и их деятельность, но и дисциплинарную историю, публичное заявление, процессуальное поведение, а также ключевые скандалы, которые напрямую касаются членов семей судей. Главный вопрос, который мы поставим ребром: насколько эта коллегия управляема со стороны системы, насколько она независима и беспристрастна. Готовы к жесткому, фактологическому, всестороннему анализу? Тогда поехали. Это будет длинный, но крайне важный разговор. Итак, Александра Баева – самый проблемный элемент коллегии с точки зрения конфликта интересов и управляемости. Александра Игоревна занимает должность заместителя председателя Шевченковского районного суда Львова. Ее муж Роман Михайлович Труба, бывший директор Государственного бюро расследований Украины в 2017-2019 годах. Именно при его руководстве ГБР стало одним из главных инструментов давления на политических оппонентов. Труба активно продвигал и расследовал десятки уголовных производств против Петра Порошенко, его окружения и европейской солидарности. Среди них знаменитое угольное дело, дела о назначениях, экономических преступлениях и многое другое. Дополнительный инцидент: Александра Баева публично жаловалась на угрозы в свой адрес. Это было в сентябре 2018 года, которые, по ее словам, были связаны с отказом ее мужа Романа Трубы назначить 27 кандидатов в руководство Государственного бюро расследований. Это, друзья, подчеркивает, насколько семья Баевой Трубы погружена в высококонфликтные силовые и кадровые игры внутри системы правоохранительных органов. И особо важный скандал – это пленки Трубы или кассетный скандал ноября 2019 года. В сеть утекли
аудиозаписи из кабинета Трубы. На них слышно, как Роман Труба отчитывается Андрею Богдану, тогдашнему главе офиса президента Зеленского, о делах против Порошенко. Труба обещает все сделать, ускоряет расследование, обсуждает допросы и брифинги. Фразы вроде «Андрей, я все сделаю», упоминание количества следователей и давление на результат – все это стало публичным. Труба называл записи провокацией, но скандал стал одним из факторов его увольнения. Это ярчайший пример того, как ГБР использовалась в политических целях. И сын Баевой, Олег Михайло Романович Труба. В 2017 году он участвовал в международных музыкальных конкурсах как юный исполнитель духовых инструментов из Львовской средней специализированной школы-интерната имени Крушельницкой. Сейчас молодой человек находится в призывном возрасте. При этом в открытых источниках полностью отсутствует какая-либо информация о его службе в вооруженных силах Украины, участии в боевых действиях или хотя бы нахождении в территориальных центрах комплектования. Друзья, жалоба Баевой на угрозы, связанные с кадровыми решениями мужа в ГБР, дополнительно подтверждает, что семья судьи глубоко вовлечена в закулисные игры силового блока. Это усиливает аргумент об управляемости. Судья, чья семья подвергалась давлению из-за отказов в назначениях и одновременно пользуется привилегиями, включая возможное уклонение сына от мобилизации, имеет все основания быть лояльной к системе, которая обеспечивает ее безопасность и статус. В контексте дела Зинченко это особенно опасно. Такая судья вряд ли пойдет против, так сказать, генеральной линии. Переходим к председательствующему судье Петру Сильвестровичу Невойту. Это, как я уже говорил в одном из своих предыдущих видеороликов, судья с черной меткой и богатой дисциплинарной историей. Семья Невойта. Жена Звенислава Степанівна Невойт. Дочери Христина Петрівна Невойт и София Петрівна Невойт. В декларациях и открытых источниках информации о сыновьях или других близких мужчинах призывного возраста не выявлено. Семья проживает во Львове. Дисциплинарное производство 2015-2016 годов по делу Юрия Олиярника, в котором прославился Петр Невойт. В 2014 году Олиярник подал жалобу на бездействие прокурора, который не внес сведения о возможном преступлении, вовлечении
несовершеннолетних в преступную деятельность в единый реестр досудебных расследований. Невойт рассмотрел жалобу без участия заявителя, без надлежащего уведомления, что является грубым нарушением части 3 статьи 306 УПК Украины. Кроме того, судья Петр Невойт превысил полномочия, самостоятельно решив вопрос о наличии, вернее, об отсутствии наличия состава преступления, хотя это компетенция не судьи, а следователя в соответствии со статьей 214 УПК. В результате расследование было фактически заблокировано. Высшая квалификационная комиссия судей Украины в решении номер 459/ДП-16 от 18 февраля 2016 года признала нарушение, установила, что Невойт лишил человека доступа к правосудию, амнистировал потенциального преступника и подорвал авторитет судебной власти. Комиссия рекомендовала увольнение, лишение судейского статуса. Невойт обжаловал решение в Высшем административном суде Украины 23 мая 2016 года. ВАСУ под председателем судьи Вербицкой отменил рекомендацию об увольнении, признав наказание непропорциональным. Учли стаж, отсутствие других взысканий и высокую нагрузку. Все это классическая черная метка. Судья, который был на волосок от увольнения за грубейшее нарушение прав человека, остался в системе благодаря административному суду. Такие судьи, как правило, становятся более управляемыми. Они хорошо понимают, кому обязаны своей карьерой и как нужно правильно рассматривать чувствительные дела. В текущем процессе Невойт уже отличился публичным заявлением о русском языке как языке оккупанта прямо в зале суда, в деле, где одним из мотивов обвинения является национальная неприязнь. Это не просто предвзятость, это демонстративная позиция. И третий судья Павел Эдер, так сказать, тихий член коллегии. Семья Эдера: жена Анна Игоревна Эдер, дочь Ева Павловна Эдер. Информации о сыновьях или других мужчинах призывного возраста в открытых источниках не выявлено. Семья также проживает во Львове. Особых громких дисциплинарных скандалов или резонансных дел в биографии Эдера в открытых источниках не обнаружено. Однако он работает в одной команде с Невойтом и Баевой, что автоматически делает его частью общей картины. Эдер выглядит наименее проблемным с точки зрения личных скандалов и родственников. Но коллективная ответственность коллегии никем не отменена. Когда двое из 3 судей имеют серьезные красные флаги, третий автоматически участвует в потенциально несправедливом процессе. Его участие в коллегии выглядит как попытка более или менее чистого судью замарать,
участием в принятии решения по делу, которое будет приниматься в условиях огромного внешнего давления на судей, вмешательства в их деятельность, и цель этого – не допустить соблюдения принципа независимости суда. Уважаемые зрители, давайте подведем объективный, жесткий и всесторонний итог на основе всех собранных фактов. Данная коллегия в составе Невойта, Баева и Эдера высокоуправляема и несет в себе серьезные риски предвзятости по следующим ключевым факторам. Первый. Семейно-мобилизационный и силовой фактор Баева. Наличие мужа экс-силовика, напрямую замешанного в политических преследованиях, включая знаменитые пленки Трубы, где он отчитывался Богдану и обещал все сделать по делам против Порошенко. Жалобы самой Баевой из-за угрозы, из-за кадровых решений мужа, плюс сын призывного возраста, который, судя по всему, успешно избегает мобилизации, создают мощнейшую личную мотивацию быть лояльным к системе. Второй фактор – дисциплинарная уязвимость и черная метка. Касается Невойта. Судья со спасенной карьерой после рекомендаций об увольнении за грубое нарушение прав человека понимает правила игры в системе. Третий фактор – идеологическая предвзятость. Публичное заявление Невойта о языке прямо противоречит требованию беспристрастности в деле с национальным подтекстом. Четвертый. Процессуальное поведение всей коллегии. Многочисленные отказы в удовлетворении ходатайств защиты, игнорирование нарушений УПК, ограничение прав обвиняемого на защиту, переход к прениям при наличии нерассмотренных заявлений и голодовки Зинченко – все это указывает на заранее сформированный обвинительный уклон. И пятый – социально-имущественный фактор. Все судьи и их семьи имеют стабильное имущественное положение во Львове, что в военное время дополнительно мотивирует не раскачивать лодку и сохранять статус-кво в системе. Каков главный вывод? Эта коллегия в текущем составе не способна обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела. Совокупность личных, семейных, дисциплинарных, идеологических, пленочных и процессуальных факторов делает ее управляемым инструментом системы, а не независимым органом правосудия. Мы имеем дело с грубейшим нарушением права на справедливый суд, гарантированного Конституцией Украины и Европейской конвенцией по правам человека. Защита уже неоднократно подавала ходатайство об отводе всей коллегии и дисциплинарные жалобы. Нужно продолжать давление, писать в Высший совет правосудия, распространять информацию, требовать замены состава суда. Только максимальная гласность и общественный контроль могут повлиять на ситуацию. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, активно делитесь этим видео. Пишите в комментариях свои мысли и наблюдения. Поддержать независимый юридический разбор и работу по делу можно донатами по реквизитам Приватбанка, Монобанка,
украинских и Фибанка болгарского. Реквизиты находятся в описании видео и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. Мы продолжаем следить за процессом и бороться за справедливость для Вячеслава Зинченко. До новых подробных разборов. Будьте здоровы. Оставайтесь с нами.